Приветствую вас, уважаемые зрители! Вышло новое платное дополнение – Драконотопия, добавляющее в игру пару особенных драконов, одного из которых мы детально рассмотрим. Обсидиановый дракон Умбра, обладающий величественным видом, станет вашим верным защитником на высоте, среди облаков. В этом видео вы узнаете, как его приручить и какие особенности он может проявлять. Мы также рассмотрим его древо навыков. Обратите внимание, что приручение Умбры доступно только после приобретения дополнения Драконотопия. Начнем с крюка для захвата или же когтя Дрейка. Основной инструмент, который потребуется вам для приручения Умбры. Им можно пользоваться только если у вас имеются осколки элемента. На один выстрел когтя Дрейка тратится 25 осколков элемента. Его также можно использовать, чтобы забираться на отвесные скалы. Попробуйте навестись на нужный вам уступ. Если он находится в достаточной близости, то индикатор будет гореть желтым. И нажмите на левую кнопку мыши, чтобы зацепиться. Также в момент, когда вы притягиваетесь к скале или любой другой поверхности, можно нажать пробел, чтобы совершить прыжок и допрыгнуть до этой скалы. Если же индикатор горит фиолетовым цветом и обозначен в виде квадратика, это говорит о том, что коготь Дрейка не дотягивается до объекта. Можно также притянуться к любому существу. Можно совершить 3 выстрела когтем Дрейка. Каждый выстрел требует перезарядку, которая занимает по продолжительности 15 секунд. Коготь Дрейка изучается на 56 уровне. Начнем с приручения. Первым делом мы должны найти Умбру. Умбра спавнится на карте Рагнарёк. Наиболее перспективные места для поиска Умбры – это северные горные районы, особенно окрестности снежных биомов, а также территории, прилегающие к местам спавна ледяных виверн. И появляется только в ночной период, с 20:30 до 5:15 утра. Лучший вариант это будет дождаться, пока он приземлится на землю, чтобы зацепиться за него когтем Дрейка. Так будет проще. Когда вы зацепитесь и сядете на него верхом, начнется ряд мини-игр. В первой мини-игре нужно запомнить последовательность движений Умбры и нажать правильные кнопки. Так, внимательно. Первая кнопка X, потом АА. Мы можем в этот момент поближе к высоте лететь, к облакам. ДД. Так. АА. Еще раз АА. Все это мы должны запомнить. И ДД. Все, 6 комбинаций. 150 уровень Умбры. Это нормально. Так, первое было X. Потом АА. ДД. Еще раз АА. АА. И ДД. Если вы ошибетесь, Умбра сбросит вас, а эффективность приручения немного снизится. Дальше на Умбре нужно будет сразиться с существами, которые будут спавниться неподалеку от вас. Советую использовать дальнюю атаку на правую кнопку мыши. Попадайте по этим существам и старайтесь, чтобы они не наносили по вам урон. Это опустит до минимума шкалу снизу, а также понизит эффективность приручения. Будьте внимательны, птеранодоны, которые будут на вас лететь, могут облететь вас сзади. Устраните этих существ как можно больше, чтобы шкала снизу заполнилась, и начался следующий этап. Дальше Умбра поднимется ввысь, и вы должны будете пикировать вниз, чтобы шкала снизу заполнилась. Пикируйте плавно и не спеша, шкала будет заполняться понемногу. Рекомендую вам выполнить пикирование над каньоном Рагнарёка на самой максимальной высоте. Понемногу спускайтесь, не сразу в самый низ, а старайтесь преодолеть как можно большее расстояние, чтобы аккуратно повысить шкалу. Если вы не будете пикировать вниз, то шкала перестанет заполняться и будет скатываться вниз. В этом месте есть небольшой лайфхак, который я обнаружил. Если вы нажмете на R, перед вами откроется еще один ряд способностей Умбры. И если вы будете бесконечно кликать на C, то шкала заполнится сама и не нужно будет пикировать. Только в этот момент направьте камеру вниз. Когда вы смогли это сделать, вы сможете покормить Умбру. Можно использовать сырое первосортное мясо, сырую баранину или же абсолютно любой корм, любого качества, кроме белого корма. После того, как вы его покормили, мини-игры будут повторяться. Вам снова придется запоминать движение Умбры. Помните, если вы нажмете неправильную кнопку, Умбра сбросит вас и начнет атаковать. Поэтому возьмите парашюты на всякий случай. Но в целом, никто не мешает вам попробовать снова начать его приручать. Правда, эффективность будет чуть-чуть поменьше. Затем устраните всех существ.
Снова пикируем и заполняем шкалу снизу. Или же пользуемся моим лайфхаком с нажатием кнопки C. И даем ему корм или сырую баранину. Мы смогли приручить дракона, и перед нами открывается множество возможностей для прокачки способностей. На удивление, на нем можно кататься и без седла. Но так или иначе, седло на Умбру есть, и оно изучается на 65 уровне. Сейчас мы видим, что без способностей Умбра мало на что способен. Если зайти в инвентарь и нажать сюда, перед вами откроется выбор древ навыков. Нажимаем на Драконотопию. Перед нами появится дерево навыков дракона. Соответственно, чтобы открывать каждый навык, нужно выполнять задания в вехах. За выполнение любого задания будут начисляться очки. Сейчас он способен разве что сделать укус на левую кнопку мыши. Наносит немного урона. А также мы можем сделать импульсную дальнобойную атаку на правую кнопку мыши. Само древо навыков дракона делится на 5 веток. Верхняя, левая и правая ветки. Это навыки общие для Умбры, так и для Люмины, женской версии дракона. Последние две нижние представляют собой исключительно способности для Умбры или для Люмины. Но в данном случае мы поговорим лишь о общих способностях и о способностях Умбры. Давайте начнем с изучения верхней ветки навыков Умбры. Будем выполнять миссии и постепенно прокачивать Умбру. И я буду останавливаться на каждой способности отдельно. Итак, первая способность. Драконья связь, позволяющая управлять своим драконом издалека при помощи драконьего рога, или даже оживить его после смерти. Подойдите к дракону и нажмите на связь с драконом. В вашем инвентаре появится драконий рог, в котором будут способности, которые еще нам не до конца доступны в данный момент. Открываем способность спаривания драконов, которая позволяет Умбре и Люмине спариваться. При спаривании самка Люмины отложит яйцо. Вылупляется вот такой вот детеныш, который ест мясо. Способность драконьего рога «Забери меня». С помощью рога можно активировать команду призыва дракона, когда вы будете далеко, чтобы он мгновенно появился и забрал вас на спину. У этой способности есть тайм-аут на 5 минут. У этой способности есть отвлечение с 25%, 50% и 100% дистанции радиуса способности «Забери меня», а также способность времени восстановления этой команды, которую можно сократить в 30, 50 и 75 раз. Способность драконьего рога «Улетай прочь» и «Иди сюда» прячет вашего дракона в небесах, где ему никто не сможет причинить вреда, а также призывает его обратно к вам командой «Иди сюда». То есть мы нажимаем на рог вот сюда, а потом вот на эту опцию. Теперь наш рог зафиксирован на команду «Ко мне». При нажатии еще раз на рог, эта команда активируется. У этой способности есть ответвление на время восстановления этих команд и уменьшает его на 30, 50 и 75%, аналогично способности «Забери меня», с таким же изначальным тайм-аутом на 5 минут. Левая ветвь навыков, маневры и способности в полете. Первая способность открывает ускоренный полет. Нажмите на кнопку Shift, и тогда ваш дракон ускорится. От этой способности ветвится навык снижения выносливости от ускоренного полета на 20, 50 и 75%. Способность пикирования дает возможность вашему дракону пикировать вниз при полете и немного ускоряет его. Также коэффициент скорости при пикировании можно повышать, благодаря этому навыку, до 150%. Дальше эта ветка приведет вас к маневрам Умбры, первый из которых будет маневр «Бросок бочки». Взлетите на Умбре и нажмите R. У вас откроется новый список способностей. Вы сможете сделать бочку влево и вправо. Это способность как уклонение. Можно уклоняться от любых существ при необходимости. Способность обратного сальто дракона позволяет в маневрах при нажатии на кнопку C совершить обратное сальто и немного ускорить вашего дракона. Маневр быстрого разворота дракона можно найти в маневрах дракона. Чтобы ее активировать, нажмите на X. Это хорошая способность, если вы хотите отступить при опасности. Следующий навык поможет снизить затраты выносливости при выполнении маневров на 20, 50 и 75%. Ведь и впрямь маневры расходуют много энергии. И последний навык на этой ветке позволяет уменьшить время восстановления маневров на 20, 50 и 75%. Дракон будет маневреннее и сможет ускользнуть от любой опасности. Правая ветка — это способности атаки. Первая способность — сокрушительный коготь. Удерживайте левую кнопку мыши рядом с жертвой.
Тогда дракон нацелится на нее и нанесет двойной удар. Можно увеличить дальность действия способности сокрушительного когтя на 20, 50 и 100%. Атака когтями — это дополнение к обычному укусу. Шкала атаки укусом заполняется, и вы сможете нанести атаку когтем с повышенным уроном. Способность разрыв снаряда позволяет накапливать энергию для быстрого запуска серии снарядов. Для этого удерживайте правую кнопку мыши. От нее идут несколько навыков, например, прицел во время активации способности разрыва снарядов. Навык взрыв антитека позволяет отключать тег структуры и тег способности. Так ранец выходит из строя на 5 секунд. Ну и соответственно сокращение времени для разрывного снаряда на 30, 50 и 70%. Драконья ярость генерируется при нанесении урона, но при получении урона шкала ярости снижается до нуля. При ее заполнении наш дракон впадает в ярость на 10 секунд и становится неуязвим при любой атаке. Синергия Эклипсер увеличивает синергетический бонус к характеристикам, получаемый, когда Умбра и Люмина находятся вблизи. Эта способность увеличивает скорость на 20%, на 20% дамаг и восстановление выносливости. Вспышка затмения и исцеления дает возможность исцелять союзную Умбру при попадании Люминой, разрывом снаряда или же наоборот. Способность телепортация к Умбре или Люмине может позволить при прицеливании на Умбру или Люмину телепортироваться к ней с расстояния примерно 170 метров при нажатии на кнопку C. Нижняя ветка способностей исключительно для Умбры. Первая из них — это плазменный телепорт. Попробуйте пустить плазменный заряд, а затем нажать на кнопку C, и ваш Умбра мгновенно телепортируется к нему. Перенаправление плазмы открывает возможность у Умбры перенаправлять свой последний снаряд, превратив его в снаряд меньшего размера. Это безумная способность. Запустите плазму, а затем наведитесь на цель и нажмите еще раз на левую кнопку мыши, и тогда снаряд перенаправится и нанесет колоссальный урон цели. Плазменная фиксация позволяет плазменному выстрелу наводиться на цель. При перенаправлении плазменных снарядов появляется как бы вот такой вот желтый прицел, из-за чего плазма попадает наиболее точно. И ответвление от этой способности — это увеличение урона перенаправляемому плазменному заряду. Чем дальше заряд летит, тем больше урона цель получит на 100, 150 или 200%. Это реально безумие. На этом особенности Умбры заканчиваются. Надеюсь, вы выберете подходящий вариант его улучшения, учитывая все его навыки. И наконец, это дополнение добавляет очень эффектные скины для одежды, которые можно найти в разделе косметики. Теперь, облачившись в эту драконью броню, мы можем по праву считать себя владыками драконов и знать все об Умбре. Как вам этот необычный дракон? Поделитесь своим мнением в комментариях. На этом все. Всем удачи, мира и добра. Вышла новая карта, и мы знаем, как тебе может быть непросто найти интересный сервер с захватывающими модами. Тогда тебе точно стоит попробовать кластер серверов AWS Project. Что тебя ждет на AWS Project? Рейты сервера X3, собирай ресурсы и приручай динозавров быстрее и эффективнее. Мод на Shiny Dino с уникальными способностями и бафами. Эти динозавры точно не дадут тебе заскучать. Множество других разных модов. Они сделают игру еще интереснее и разнообразнее. Своя система торговли. Обменивайся ресурсами и предметами с другими игроками, чтобы выжить и процветать. Не упусти свой шанс стать частью захватывающего сообщества Ark Ascended на AWS Project. Присоединяйся прямо сейчас и открой для себя новые горизонты выживания. Все ссылки на сервер будут в описании.